Когда-то давно в каждом лесу было всего 6 лагерей нейтралов. Но все изменилось, когда народ огня Потом в патче 6.86 в лесу около сложной линии появился новый лагерь. Кто-то в то время рисовал подобные так называемые шпаргалки, но толку от них было мало. Ведь среди игроков уже давно ходило негласное правило, что любой лагерь за исключением парочки можно застакать на 53-й секунде. Никаких глобальных изменений не произошло, поэтому все спокойно играли в доту и радовались жизни. Потом вышел патч номер 7, и количество лагерей нейтралов увеличилось аж до 9 штук на каждой стороне. На волне хайпа начали появляться и первые шпаргалки, которые... Ну нахер. Наверное, именно такой была реакция большинства игроков при первой встрече с подобными картинками. Как по мне, так авторы не произвели ничего, кроме паники, лишний раз запутав людей недостоверной информацией. Пока я собирал для вас всю эту коллекцию, я часто натыкался на комментарии людей, которые жаловались, что все это сложно выучить, и что игра становится из-за этого неоправданно сложной. И как показали результаты небольшого опроса в нашем паблике ВКонтакте, большинство людей отдает предпочтение именно выучиванию наизусть. Ну что ж. Могу вас заверить, что после просмотра этого видео никакие шпаргалки вам больше не понадобятся, и вы сможете одной рукой с закрытыми глазами сделать 3 стака одновременно. Специально для наглядного примера я откопал еще тепленький труп карты с версии 6.88. Давайте ударим крипов на 0 секунде и отведем их в сторону минимального расстояния до границ спаунбокса. Теперь запишем, во сколько крипы вышли за границы спаунбокса и во сколько вернулись назад. Если мы вычтем эти значения из полной минуты, то получим тайминги самой ранней и самой поздней временной отметки, позволяющей сделать стак. В качестве примера можно повторить то же самое вот с этим лагерем. Здесь крипы, видимо, больше беспокоятся о своем доме, поэтому убегают от него совсем недалеко. Обратите внимание, что если на разных лагерях отводить крипов в сторону минимального расстояния, то время выхода за границы спаунбокса у них получится примерно одинаковое, а следовательно одинаковой будет и самая поздняя отметка для стака. Думаю, принцип вам понятен. Теперь давайте вернемся в настоящее. Лично проделав это со всеми лесными крипами, я официально заявляю, что любой лагерь на новой карте можно застакать на 56 секунде. Не нужно запоминать эту кучу бессмысленных цифр, просто запомните про 56 секунду и отводите крипов в сторону минимального расстояния до границ спаунбокса. Дальше, если крипы в лагере убегают достаточно далеко, как например в случае с этим лагерем эйшентов, можете атаковать крипов на 1 секунду раньше за каждый сделанный стак. Помимо того, чтобы постоянно стакать один и тот же лагерь, можно застакать сразу несколько лагерей за раз. Но это сложнее, и возможность это провернуть напрямую зависит от способностей героя, либо от количества ваших подконтрольных юнитов. Самый простой вариант – играть за Shadow Демона. Этот парень, благодаря огромной дальности применения и маленькому кулдауну на способности Shadow Poison, способен в одиночку на первом уровне застакать аж целых 3 лагеря, включая эйшентов, как за Dire, так и за Radiant. Алгоритм такой. На 52-й секунде кидаем яд в сторону лагеря, до которого нам неудобно бежать. Потом бьем крипов из лагеря, рядом с которым мы стоим. За это время у нас откатывается Shadow Poison, и мы сразу кидаем его в последний лагерь. Работает это как в любом лесу Dire, так и в побочном лесу Radiant. Что не так с основным лесом Radiant? Трудности для отвода создает вот этот лагерь. Мы просто-напросто не видим крипов, чтобы их атаковать, но нам важно находиться именно в этой зоне, потому что из нее яд достает как до лагеря эйшентов сверху, так и до среднего лагеря снизу. Проблема легко решается любым виженом на этот лагерь. Идеальным вариантом будет курьер, потому что он не блочит появление новых крипов, а нейтралы его не атакуют. Если в лагере есть крипы дальнего боя, то встаем так, чтобы их дальность атаки до нас не доставала.
Кидаем яд на эйшентов на 52 секунде. Потом ждем, пока пройдет кулдаун, и сразу кидаем на лагерь снизу. Чтобы лишний раз не двигать камеру, можете кидать вот на этот камень. Как только кинули яд, атакуем крипов на лагере и сразу бежим глубже в лес, чтобы нас не поранили крипы. Как видите, у нас все получилось и никто не пострадал. Заблочить же лагерь можно практически чем угодно. Любой юнит, которого можно выделить, находящийся в границах зоны лагеря, препятствует появлению новых крипов. То есть, кроме героев и подконтрольных существ, вы можете заблочить лагерь, например, шестеренками Клокверка, вардами Виномансера и даже ультой Вич-доктора. В исключение, помимо Курьера и Астрал Спирита, также входят ловушки Темплара Ассасин, мины Тегиса и паутина Бруды. Потому что если бы ими можно было заблочить лагерь, то, согласитесь, это было бы довольно нечестно. Мало кто знает, но заблочить лагерь можно и некоторыми заклинаниями. Связано это с механикой взаимодействия спаунбокса лагеря и объекта, который выполняет роль снаряда заклинания. Полный список таких заклинаний вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну и в конце концов, лагерь можно заблочить обычными вардами. Подсветка границ лагеря позволяет находить для этого всякие необычные и непредсказуемые места. Засунуть поглубже в деревья Сентри Вард, который хоть и стоит дороже и живет всего 4 минуты, совсем не жалко. В то время как терять такой ценный ресурс, как Vision от топ-сервер Варда, которых к тому же еще и ограниченное количество, крайне неприятно. Если вы, например, идете на хардлайн, то перед вами стоит выбор: обеспечить себе безопасное присутствие на линии, либо заблочить врагам стратегически важный лагерь для отводов. Играя против Дайр, в принципе, поставив вард вот сюда, можно получить и то, и другое. И именно поэтому это место проверяют на наличие варда в первую очередь. Если, играя против Radiant, вам кажется, что такого места нет, то могу порекомендовать поставить вард вот сюда. Эта точка, как мне кажется, даже информативнее, чем у Дайр. Ну и раз уж я упомянул отводы, то давайте разберемся и с ними. У каждой из сторон в игре есть два лагеря, которые можно отводить на линию таким образом, чтобы крипы с линии согрелись на нейтралов и пошли биться с ними насмерть. Делается это с целью регулирования баланса крипов на линии и чтобы свести к минимуму фарм вражеского хардлайнера. Для отводов на линию тоже есть тайминги для заучивания, но нам они не понадобятся. Чтобы сделать отвод с этого маленького лагеря, атакуйте нейтралов, когда ваши крипы будут примерно вот здесь. Несмотря на наличие здесь двух проходов, эффективно отвести крипов с этого сложного лагеря у вас получится только через этот. Если вам лень ходить вниз, то между этими деревьями частенько бывает видно крипов. Атакуйте нейтралов, когда иконки ваших крипов будут полностью, ну или большей частью, над иконкой башни. Так как за 1 минуту по линии пробегает 2 пачки крипов, то отводя нейтралов к концу минуты, вы их еще и стакаете. Застакать и отвести это очень хорошо, ведь крипы с линии достаточно сильные, чтобы в сражении стенка на стенку ушатать любой лагерь вплоть до сложного. Можете помочь нейтралам и атаковать своих крипов, но зачастую даже это не помогает. Чего уж там говорить про маленький лагерь. Здесь, предварительно не застакав, убить своих крипов у вас точно не выйдет. Но есть один хитрый прием. Отводим крипов на маленький лагерь, и когда почти все нейтральные крипы погибли, атакуем крипов на сложном лагере и ведем их сюда. Ваши крипы, расправившись с мелкими нейтралами, сразу сагрятся на больших. За Дайр маленький лагерь можно отвести сюда и сюда. Ориентировочная зона для отвода – это начало этого кусочка леса. Сложный лагерь лучше всего отводить в этом направлении. Тут также помогает смотреть на пересечение иконок крипов и башни. Переагривание крипов с маленького лагеря на сложный не такое простое, но все равно получается. Иногда, чаще всего за Radiant, происходят ситуации, когда отвод попадает на место встречи пачки ваших крипов и вражеских. В этом случае нейтралы просто убегут назад, а крипы продолжат воевать друг с другом. Чтобы это избежать, попросите своего союзника увести крипов немного в сторону. Вообще, для крипов нейтралы имеют самый низкий приоритет, поэтому следите за тем, чтобы вражеский хардлайнер не переагрил на себя ваших крипов, или чтобы не отвлек нейтралов во время отвода. Ну и напоследок еще кое-что интересное. Рассказывая про отводы, никто никогда не обращает внимания на то, что зона появления новых крипов — это, вообще говоря, куб. Какой смысл акцентировать на этом внимание, если все движение в доте происходит в основном по 2 координатам? Оказывается, смысл есть. Сперва я просто заеулил себя на пустом лагере в конце минуты, и так как я вышел за границы коробки в высоту, то присутствие моего героя не помешало появлению новых крипов.
Потом я задумался, а есть ли в доте герой, способный подбрасывать врагов в воздух на несколько секунд и в достаточно большом АОЕ. Прости, инвокер, но торрент Кунки подойдет нам для этого больше всего. Все, что нам нужно, это использовать торрент подкрипов на 57,5 секунде. Как мы видим, крипы благополучно появились. В этом фрагменте я поставил интервал появления нейтральных крипов на 1 минуту и за 10 минут застакал все 10 раз. То есть в теории стакать их можно и вовсе бесконечно. В чем же тут дело? А дело, откровенно говоря, в халтуре разработчиков. Вот так выглядит спаунбокс здорового человека, атак, на котором можно бесконечно стакать крипов, подкидывая их вверх. Такое ощущение, что когда они лепили новую карту, то коробки старых лагерей просто перенесли на новые места, а когда рисовали новые, то решили, что и так сойдет. Так что пользуйтесь на здоровье. А на этом я, пожалуй, видео и закончу. Так что если вы узнали для себя что-то новое и полезное, то обязательно ставьте лайк. Еще подписывайтесь на наш канал и заходите в наш паблик ВКонтакте. Ну а лучшей поддержкой с вашей стороны будет оставить нам ваш драгоценный отзыв.